Привет, дорогие друзья! Ну что, только фактаж, да? Во-первых, было совещание в офисе президента, на котором решили закрыть, запретить нашу партию. Они хотят это сделать следующим образом. Для того, чтобы якобы показать свою незаангажированность, они запрещают партию Шария и террористический нацкорпус. Вот говорят, смотрите, мы абсолютно не заангажированы. У нацкорпуса с их 0,2% не возникает никаких претензий, потому что с ними оговорено это закрытие. Они каким-то образом переформатируются, а офис президента говорит, ну вот мы же тут к этому не имеем отношения. Минюст говорит, видите, мы и тех запретили. Ну тех есть за что, а нас за что? Нас не за что, мы никогда не являлись террористической организацией, мы никому никогда не угрожали, наши лидеры никогда в жизни не рассказывали, что они с кем-то там рассчитаются и так далее. Мы не выкладывали видео избиений, мы не призывали к расправам. Они действуют полностью по беспределу. И я вас хочу предупредить, что вот такая вот у них было совещание, и они уже приняли такое решение. Без сомнения решение принято на уровне главы офиса президента Ермака, ну и его советники, это Смирнов, конечно же. Потому что главным по юридической части считает себя советником это Смирнов, Андрей Смирнов. Ну и Кирилл Тимошенко, они за, конечно, за. Что произошло с момента выхода первого материала? Ну, во-первых, Сергей Малыхин больше не с нами, он тихонько удалил свой аккаунт, и его больше нет. Вот этого мы уже, к сожалению, не увидим. Ну, может быть, если восстановит, знаете, решив, что опасность миновала. Они долго решали, как на это ответить. Потому что как с момента выхода материала они уже знали, что он вышел, плюс они вчера готовились, да. Решили забрасывать это рассказами о том, что это, мол, типа все чепуха. Первым бросили на амбразуру Потураева. Потураев рассказал, Толик Шарий явно объелся грибов, начнет показывать секретные приказы и так далее. Смотрите, это все, конечно, очень смешно. Я уже вижу этих пятикопеечных экспертов, но скажите, Сергей Малыхин не является помощником Кирилла Тимошенко, нет? Объясните также мне, каким образом происходит координация с украинскими СМИ, а потом эти СМИ выдают то, о чем планируется с двумя преступниками. Следующим отозвался Кирилл Тимошенко. Вся кампания Шария, которая началась несколько месяцев назад, по моему мнению, для того, чтобы поднять рейтинг, приковать внимание к его недопартии. Это представитель той суперпартии, которая за год не удосужилась создать ни одного работающего штаба. Ничего в областях вообще. Рассказывает о партии, которая создала полную партийную структуру задолго до выборов. Ну а то, что он просто оскорбляет сотни тысяч, а сейчас уже я уверен, миллионы наших сторонников, это я опускаю. В общем, рассказывает Кирилл Тимошенко, все ерунда, все чепуха. Кирилл Тимошенко, так Сергей Малыхин, это же не твой помощник? А фамилии Смирнова звучат от твоего помощника. Это просто совпадение? А имя Кирилл, это тоже просто совпадение звучит? Ну так давай расскажи, что Малыхин не твой помощник. А я пока что открываю статус, который был написан 14 июня. Этот статус не редактировался. И в этом статусе я четко рассказываю о задаче, которая была получена Бигусом и Следствием Инфо. Если вы не знаете, то Курбатов, который присутствует в аудиопереговорах, он работает на Бигус Инфо и на Следствие Инфо тоже. Я здесь сразу же говорю о том, что планируется 3 этапа. Я рассказываю о том, что первым этапом будет рассказ о моей там недвижимости и так далее, потому что кроме всего этого, я не редактировал этот статус, это очень просто проверить, сегодня я его открыл на Фейсбуке. Я залил еще и видео, еще 14 июня, еще до того, как был избит Никита, где вот такие слова. Первая волна, насколько я понимаю, будет касаться того, какой я супербогатый, моей там недвижимости, еще чего-то, я не знаю касательно чего. Будет вторая волна и третья. Насколько я знаю, третья волна будет самая грязная, потому что она будет в канун прямо перед выборами. Ну, в общем-то, это все, что вам надо было знать об офисе президента, что вам надо было знать о честных расследователях. Я знал о том, что они планируют свое расследование по моей недвижимости еще 14 июня. Я знал четко, кто будет задействован, и я четко рассказал и указал на Следствие Инфо, которое впоследствии это суперрасследование и опубликовало. Ну а теперь вернемся к перепискам и аудиозаписям. Потому что я вам напоминаю, что для того, чтобы осуществить эту супер спецоперацию, были задействованы 2 человека, которые находятся в розыске. Один в розыске МВД, другой в розыске СБУ. А также журналист Следствия Инфо и Бигус Инфо Александр Курбатов. Переписка. Дульский, находящийся в розыске СБУ. Но я здесь не буду все озвучивать, я вам
Вы можете сами на видео все это просматривать. По датам, он интересуется по датам, когда будут вылетать. Вот, переговорил с человеком, все, надо вылетать. Здесь уже находящийся в розыске Золотухин делится видеосъемкой моего офиса с Александром Курбатовым, журналистом с Листва.Инфо и Бигус.Инфо. Вот, они разговаривают о том, что как удалось снять и так далее, и обсуждают гонорары, что, мол, за это надо еще доплатить, потому что удалось снять. Вот, Курбатов отвечает: я не могу, не обсудив этот вопрос, обещать какие-то цифры. Написал коллегам, которые занимаются экономическими вопросами. Я знаю даже, где эти коллеги работают, в офисе президента. Так, далее они выясняют, какой прогресс по билетам, с билетами проблема и так далее. Потом случается избиение Никиты. Никиту избивают, практически убивают. Ставит вот фото Никиты, ему смешно, спрашивает его при этом Александр Золотухин, который также находится в розыске. Я не устаю вам напоминать, что это разыскиваемые преступники, которых украинское правосудие считает преступниками. Они обсуждают, как им взаимодействовать в информационной войне, которую ведет офис президента против Шария. И курирует это все Кирилл Тимошенко через своего помощника Сергея Малыхина, о котором сегодня Кирилл Тимошенко почему-то постеснялся сказать. Это его помощник. И это известно. Этот его помощник организовал DOS-атаки на сайты украинские. Здесь вот переходим к интересному, потому что Дульский, находящийся в розыске, предоставляет Александру Золотухину телеграм Давида Арахамии. И рассказывает, что самое время начинать. Вот, Давид, это номер Давида Арахамии. Если вы вдруг сомневаетесь, может быть, Дульский обманул, можете позвонить на всякий случай. Потому что, а вдруг Давид, да? Интересный вопрос, откуда у находящегося в розыске телефон Давида Арахамии, который он дает другому находящемуся в розыске, и говорит: на, позвони. С Давидом сконнектирую тебя. Далее Александр Курбатов обсуждает уже с Золотухиным, как же им все-таки лучше ехать. И потом начинается ошибка. Они сделали ошибку. Некто Сергей Иванов, экс-прокурор, это тот самый Сергей Иванов, который написал заявление в ДФС на финансирование нашей партии, который ДФС внимательно сразу приняли к рассмотрению, завели дело, по которому меня уже приглашают на допросы. Вот этот Сергей Иванов выдает материал. Выдает он материал, практически всю недвижимость Шари покупал через офшорную фирму из Новой Зеландии, собственником которой является, платежи через Люксембург. Короче, пишет какую-то полную чистую ахинею, но ладно бы ахинею, он выдает документ. Документ, полученный в испанском реестре. И тут проблема, потому что этот документ получен по номеру личного документа, находящегося в розыске Александра Золотухина. Каким образом, друзья, как вы связаны? Итак, Александр Золотухин начинает нервничать. Колоссальные нервы, потому что на его документы получен документ, который опубликован. Арахамия посмотрел сегодня от меня сообщение, но пока молчит. Работай с Серегой, имеется в виду Сергей Малыхин. Вот их переписка с Александром Курбатовым. Александр Золотухин предоставляет свой документ беженца, красную карту, и показывает, вот его номер. Эти делают запрос по документу, находящегося в розыске Александра Золотухина. Эти это Следство.Инфо. Следство.Инфо делает запрос. Александр Золотухин моментально им предъявляет. Вы что, видите номер документа, выложенный Ивановым? Он уникальный. Поясните, что случилось. Этот пишет: мы не планировали показывать документ. Мы бережем наши источники. Там написано, что получатель документа не имеет права на распространение. На самом деле такие документы ты имеешь право получать, но ни в коем случае не распространять. Эти документы всегда выдаются по номеру документа. Оплата за них поступает там картой, да. И за это люди несут в Европе юридическую ответственность, достаточно серьезную. Они этого не знали. Поэтому Следство.Инфо в своем суперматериале использовало документ, полученный по личному документу находящегося в розыске преступника. Каким образом к вам попал этот документ? Следство.Инфо. Вот это вот переговоры находящегося в розыске Александра Золотухина с помощником, личным помощником Кирилла Тимошенко, Сергеем Малыхиным. Они обсуждают проблему, которая у них случилась из-за того,
что в СМИ попал документ, полученный на имя Александра Золотухина. СМИ, как к вам попал этот документ? Каким образом Следство.Инфо могло опубликовать документ, полученный по документу человека, находящегося в розыске, который обсуждает с помощником Кирилла Тимошенко, как им лучше заглушить шария? Ку-ку! Привет. Да, слушай, ну, честно говоря, подъебали пиздец. У меня сейчас теперь из-за всей этой хуйни очень серьезный риск суда. Мало того, что у меня с ним один суд, и мне запрещает к нему приближаться на 1000 метров, так еще такая сейчас хуйня, блядь, будет. Там же, вот, ну, я как бы выяснил, как этот документ получался. Получается, смотри, я с Курбатовым поговорил, а у него есть, как бы, моя красная карта, он брал ее для интервью. И он, блядь, когда получал этот документ, то, что засветили, он просто использовал мой, ну, грубо говоря, местный идентификационный номер, который указан в этом документе. Потому что, как он мне говорит, при заполнении формуляра, вот, там в электронном виде, когда он его получал, Нужны данные. да, то он взял просто, ну, никому нихуя не сказал, блядь, взял мой вот этот, ну, идентификационный код НИА и получил этот документ. Вот. Я же его, блядь, вообще, в принципе, ну, подохуел, честно говоря. А в документе написано, что я, получается, он же на мое имя, получается, как бы написан. Ну и запрос, соответственно, от тебя пошел. Ну, как бы, ну, понятно, что он получал его со своего электронного адреса, сам за него платил, но в документе указано НИО как бы как заявитель меня. И получается, блядь, а в документе написано четко, что за разглашение этого документа, за разглашение этой информации я несу юридическую ответственность. То есть, по сути, блядь, меня подставили сейчас, блядь, ну, охуенно, блядь, красиво под суд. Вот, почему я злой из-за этого, блядь, ну... Значит, смотри, вышла хуйня, точно, я тут не спорю. Я подозреваю, кто пустил в ход, вот. Но это мы там, Коля отдал 2 людям эту бумажку, ну, со стороны меня. Вот, и она пошла не через меня, а через другого человека. Короче. А там такой вопрос, а Смирнов Сергей имеет к этому отношение? Потому что, ну, Смирнов Сергей имеет к этому отношение? Андрей Смирнов, точнее, Андрей Смирнов. Да, Андрей Смирнов, нет. Ну, то есть как, он тоже... Нет, смотри, это все, ну, офис, да? Ну, я понимаю, что офис. И, конечно, он имеет к этому отношение, но не ему отдавали эту информацию. Не знаю, я знаю Сергея Иванова, да, который это все, ну, залил. Вот, ну, типа, его там какое-то, ну, участие в наших каких-то делах. Вот, и знаю человека, который, скорее всего, ему скинул. Поэтому я про Смирнова тут не берусь утверждать. Я понял. Слышишь, блин, ну, хорошо. А есть сейчас возможность это, ну, убрать этот документ оттуда, например, ну, или статьи типа убирать. Потому что, по сути, смотри, получается, вместо того, чтобы бабахнуть, вот как мы тогда с тобой в школе разговаривали, есть там определенный план, понимаешь, а получается, взяли из этого плана маленькую штучку и выкинули ее. Да, получается так. И все это вместо того, чтобы, ну, была большая ядерная бомба бабахнула, в итоге получилось, как, знаешь, как пух получается. И я, получается, под раздачу попадаю, блин, ни с того ни с сего, знаешь, блин. Давай сделаем так. Убрать, наверное, да. Ну, типа, тут вопрос, где оно разошлось. Ну... Давай я сегодня дам команду, чтобы это, наверное, скрыли. И я так понимаю, что там, если что-то должно и появиться, то с затертыми данными. Ну, как бы логично, да, нахера мне в суд ходить, блядь, называется. Я-то понятно, что я там, ну, напишу в полицию, чтобы использовали мою ну, как бы не поставив меня в известность. И это легко проверить, потому что заказывался, я уже с Курбатовым четко проговорил, как это происходило, заказ этого документа, что он заказывал со своего адреса электронного и платил со своей карты с Украины. Вот, слышишь, а что Кирюха по поводу этого говорит? Это он, я так понимаю, меня удружил или что? Ну, типа да. Охуеть, ну спасибо, пацаны, вы, блядь, ну, слава богу, что мы, видно, вчера не созвонились, бо я злой был как черт, ну нахера мне это, но тут же совсем не так, как дома, понимаешь, тут закон действует, и выебут и высушат, блядь. Я знаю, слушай, это вот, тут это один из шагов, которые там планируют делать в ближайшее время.
Вот. И, видимо, очень захотелось начать какие-то активные действия. Короче, в штангу въебали. Сейчас давай лучше скажи, как мы дальше можем это все. Ну, смотри, сейчас, погоди, я хочу, вот для меня принципиальный, смотри, один вопрос, реально. Ну, как бы то, что хотел бы от тебя это услышать, там, или там, может, даже там, от Кирилла или от Смирнова, мне похер от кого. То есть у меня, ты знаешь, какие есть неприятности, почему я нахожусь за границей. Далее они обсуждают с представителем офиса президента, как закрыть их уголовные дела. Ну, потому что в благодарность, объясняю, в благодарность за сотрудничество Николаю Дульскому, который находится в розыске СБУ, и Александру Золотухину, который находится в розыске МВД, офис президента пообещал закрыть все их вопросы в Украине, закрыть их уголовные дела с тем прицелом, чтобы они смогли вернуться. Ну что, это тоже получится засмеять? Не, конечно, можно смеяться, но только возникает вопрос. Откуда у Следства.Инфо документ, полученный на имя разыскиваемого преступника? Откуда у Сергея Иванова, задолго до этого опубликовавшего такой же документ, откуда взялся этот документ? И кто такой все-таки Сергей Малыхин? Человек, не имеющий отношения к Кириллу Тимошенко. Пусть Кирилл Тимошенко заявит: Сергей Малыхин не является моим помощником. Давайте посмеемся вместе. Следующие материалы на подходе.